Всем привет! В нашей деревне по-прежнему все прекрасно, тепло, хорошо. Сейчас тучки находят со стороны Испании. Они так каждый день находят. А потом либо разняснивается, либо идет дождик. Но, в принципе, немножко похолодало. Но при этом сейчас я хожу только в ветровочке. Теплые куртки еще не нужны. Я вам просто обязан рассказать о том, как строить. Я 15 лет строил сам. И, наверное, я не буду строить в Испании, потому что у меня просто нет на это денег. Вот. Тут недвижимость, домики, мимо которых я иду, наверное, 200, 250, 300 тысяч евро стоит. Конечно, основная здесь стоимость зависит именно от места, но все равно сам домик чего-то достоит тоже. Когда ты 15 лет строил дом, то ты буквально наизусть знаешь, как это надо делать. Моя миссия школы юридической самозащиты Адвокат Фри как раз и заключается в том, чтобы мы с вами помогали друг другу и помогали решать наши проблемы без траты денег, без привлечения жуликоватых адвокатов, так называемых юристов, так называемых помогаторов. В общем-то, в этом основная миссия школы юридической самозащиты. Взаимная помощь. Поэтому я вас прошу, подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, какая помощь вам нужна, какую тему осветить, что затронуть. Я прожил почти 50 лет, большую часть в России, но жил и в других странах, именно жил. И поэтому моя терапия, даже я бы сказал, в том, чтобы вам помогать. В этом моя миссия. Да, кто не знает, я Андрей Панюшкин. Сейчас я живу в Испании, а до этого в основном жил в Краснодарском крае. Итак, я жил в Краснодаре, в разных местах, в центре, на Фестивальном, на Комсомольском, на Черемушках, есть такой район около Кубанского госуниверситета. Жил в основном в квартирах. И где-то в середине, в 2006 году у меня родилась мысль о том, что город превращается в забитый пробками мегаполис, а я хочу более, так сказать, спокойной жизни, не хочу зависеть от соседей. К сожалению, я в 2006 году жил в центре, да, на Красной я жил, и на Красной была ужасная, конечно, ситуация, когда ты живешь в доме полным так называемых блатных, элитных, как хотите их называйте, постоянно возникают с ними проблемы, потому что кто-то не хочет скидываться на консьержа, кто-то не хочет на шлагбаум, кто-то наоборот хочет шлагбаума, постоянная возня. Поэтому возня из-за каких-то общедомовых нужд. Кстати говоря, вот эти все так называемые элитные жители, они еще и очень плохо платят всякие коммунальные платежи. И поэтому возникали постоянные проблемы с
с управляющей компанией, то отключат свет, то угрожают отключить воду и так далее. В общем, устал я от соседей, захотелось мне жизни на природе. Я поездил по соседним с Краснодаром поселкам, станицам. Значит, я смотрел на Северский район. Есть там такая станица Азовская, прям в горах, по-моему, она. Рассматривал варианты и поближе, типа Новодмитриевской. Калужская слишком далеко. Потом я смотрел варианты, были в Белозерном, это за Елизаветинской. Хуторе Ленина смотрел, в районе Динской тоже вариант смотрел. Но мне почему-то хотелось больше в горы, чтобы было так вот красиво, зелено и по-другому, чем в Краснодаре. Поэтому я достаточно серьезно рассматривал возможность, вплоть до выбора участка, покупки в Смоленской. Ух ты, кладбище машин. Вот. Рассматривал возможность покупки в Смоленской станице. Она тоже не совсем близко от Краснодара, но зато она такая уже в предгорьях, с красивыми очень видами там. И в принципе она большая. И в какой-то момент я под действием ряда своих сотрудников пришел к выводу о том, что нет, все-таки нужно брать город. А город в предгорьях у нас либо Горячий Ключ, либо, в какой-то степени Апшеронск, либо Хадыженск, прям он уже сильно в горах. Что еще посмотреть поближе? Северская, условно ее можно назвать, конечно, размером с город, но все-таки не город. В общем, как-то все сложилось к тому, что я выбрал участок не в Смоленской, а в Горячем Ключе. Значит, участок я выбирал вместе с риэлтором. Из Краснодара мне не удалось найти самому ничего. Да, помню, как риэлтора звали, Игорь. Варианты, которые мне показывали, это на развилке, это такой район в Горячем Ключе, под линией электропередач. И я не согласился, потому что там стоишь, у тебя волосы вибрируют от электричества. Где я еще смотрел? На Курортной горе я смотрел. Мне место понравилось. Подниматься туда, конечно, тяжеловато. Высоко, и дорога ползет там. Но, конечно, с машиной. Хотя там участки маленькие. Вот. И они такие старенькие, заперты друг с другом. А мне хотелось побольше участок и поменьше соседей. Еще я смотрел, господи, где-то вот там недалеко тоже, по-моему, на 8 марта я смотрел что-то. Плоский участок я, в смысле на плоскости, уже тогда не рассматривал, потому что мне казалось, что это не то. И в конце концов, самое интересное, что да, я выбрал участок на Березовой, на самом верху. Но хозяйка, которая жила в Португалии, отказалась мне продавать участок, потому что ей сосед предложил продавать участок вместе, чтобы с него получить больше денег, за большую площадь. Там участок получался что-то 17 квадратов. Ой, господи, 17 соток. Вот. А мне улица эта, в принципе, ольховая, понад горой.
Там такая, ну как бы, с одной стороны окраина, с другой стороны по Титово тогда еще был в 2006 году кое-какой асфальт. Асфальт там проложили в 2004 году в октябре. И к 2006, когда я выбирал участок, он еще сохранялся. Вот. И мне показалось, что, ну ладно, там по Ольховой-то я чуть-чуть проеду. Вот так, я попал в ситуацию, придется нарушить. Вот. И мне показалось, что я там чуть-чуть проехать, по Ольховой не проблема. Вот. На Березовой и Ольховой мне не продали участок, и тогда предложили мне купить участок на углу Ольхова и Титова. Ну, для выбора участка, при выборе участка я допустил следующие ошибки. Основная, которая мне обошлась в копеечку, ошибка, которая была у меня, заключалась в том, что я подумал, что раз у всех соседей есть газ, значит и у меня будет газ, легко выдадут тех условия, я их исполню и не будет никаких проблем. Это ошибочное мнение. Оказалось, что все мои соседи так или иначе были связаны с Газпромом, и им, ну так сказать, как для своих, выдали эти техусловия по временной схеме. Это такая формулировка. То есть для своих или за взятку называется по временной схеме. Потом я через несколько лет выяснил, что мне такое подключение не сделают. Так, это одна из ошибок была. То есть не смотрите на соседей. Если у соседей есть какие-то коммуникации, не факт, что они будут у вас. Или будут, но очень-очень дорого. Дальше. В горячем ключе выяснилось в момент заключения сделки, что мне продают не собственник участок, а продает арендатор. Да, если вы будете приезжать в Испанию, имейте в виду, что здесь очень много мотороллеров, которые дырчат как не в себя. Так, вот когда я выбирал участок, к вопросу о том, какие риэлторы ушлые, ну они во всем мире ушлые. Когда я выбирал участок, мне сказали, что мне участок продает собственник. А оказалось, что участок мне продает никто, потому что собственницей была только фундамента. А участок у нее, как у собственницы фундамента, был в аренде. То есть, несколько мошенническая такая тема. И потом мне пришлось дополнительно платить деньги, как новому собственнику этого фундамента, чтобы приватизировать на себя землю под домом. Понимаете, как это происходит? Поэтому, когда вы будете в Краснодарском крае выбирать какой-то участок, еще раз, первое, что вам нужно сделать, пойти на сайт Генплана. Это федеральная система. И там посмотреть, к какому типу относится земля под вашим участком. Может быть такое, что даже земля под вашим участком по документам значится как ИЖС, а по новому генплану она уже, допустим, вернулась к своему предыдущему назначению, к сельхозке. И поэтому цена будет ниже. Так, ладно. И вот, представляете, я где-то, по-моему, в 2007 году оформил себе этот участок земли в собственность. И дальше начались поиски
компании, которая поможет мне совершить следующие действия. Мне нужно было тот старый фундамент перевести его нужно было ликвидировать и получить новое разрешение на строительство. Что делают строители в горячем ключе? Они начинают меня убеждать, им же хочется денег побыстрее. Они начинают меня убеждать, что нет, что там у тебя есть уже подвал, у тебя есть плиты, из которых выложены стены этого подвала. Давай дальше строиться сверху. То есть нулевой цикл сделали, вывели под цоколь. Давай дальше строить дом. Строители меня из горячего ключа подталкивают. Давай строиться быстрее. Давай не будем разрушать. Потому что у них оплата, в принципе, понятно, по кирпичам, да? Либо по кубатуре бетона. И я их не послушался, потому что фундамент стоял, грубо 15 лет к тому моменту. И он его заливало водой. Неизвестно, как его сделали, какие подвижки были грунта. В общем, я настоял на том, чтобы этот фундамент снесли. И представляете, что я выяснил только в 22 году. Только в 22 году я выяснил это, что меня жестко обманули. Это основное, на чем обманывают строители. Основное, вот прямо сейчас возьмите и запишите. Скрытые объемы. То есть, когда мне сказали, что мы тебе этот фундамент разрушим, меня, по сути, раскошелили на разрушение и вывоз всего фундамента, что на самом деле сделали строители из горячего ключа. Они разобрали ФСки, потом они же мне сказали: Викторович, ты такой молодец, что не согласился с нашим предложением. ФСки, оказывается, почти никак не держались друг за друга. Понимаете, да? То есть они меня уговаривали в том, чтобы их снести. В смысле, не снести, а оставить, а потом, когда сносили, выяснилось, что эти ФСки очень плохо держались. То есть я правильно настоял на своем. Но кроме ФСок, это я понял в 22 году, кроме ФСок там есть еще бетонные плиты внизу. И вот строители в 2007 году взяли с меня деньги за то, чтобы эти плиты разломать и вывести. А на самом деле все плиты они оставили на месте, засыпав их сверху грунтом из близлежащих, там вот где-то кучки были, они просто взяли и разровняли все. То есть, понимаете, в чем суть обмана? Суть обмана в том, что тебе говорят: мы выполнили определенный объем работы, мы разломали там 12 или 13 метров фундамента шириной на, сейчас прикину, метров на 10, да? Вывезли эту кубатуру. Плати нам за эти действия, за время, за технику, что вывезли. А на самом деле они ничего из этого не сделали, денежки положили себе в карман, и эти плиты, которые они якобы вывезли в 2007 году, я нашел в 2022 году, когда строил канализацию и неожиданно напоролся на старый фундамент на глубине 1,5 метра. Взяли, просто засыпали плиты. Это то, что потом я буду сталкиваться с этим постоянно. Называется скрытые объемы. Так делают все строители. Это их отличительная черта. Вы должны каждый этап работы, каждый объем выполненных работ вы должны лично контролировать. Вот сказали, что плиты разломали, вывезли. Желательно, чтобы вы на это смотрели. Если вы не смотрите, вам должны отчитаться стопкой сложенных бетонных плит, стопкой сложенного грунта или там боя бетонного. Понимаете, вот в этом суть их воровства.
И мне эти плиты удалять в 22 году оказалось супер дорого, потому что, во-первых, к ним было сложно подъехать, из-за того, что уже весь участок застроен. Во-вторых, эти плиты оказались еще авиационными аэродромными плитами, толстыми и очень прочными. И в-третьих, я все-таки не прораб и не профессиональный строитель. Мне пришлось поискать гидромолот, чтобы эти плиты отколоть друг от друга, чтобы их разрезать потом арматуру. Ну и еще один момент, конечно, коммуникации у меня уже лежали поверх этих плит. Эти коммуникации тоже пришлось перекладывать, потому что кто же знал, что на глубине 1,5 метра лежат старые плиты. А я думал, что у меня в этом месте, вот на этом участке, ничего толком не растет. Вот что не посажу, не растет и не растет, не растет и не растет. И только потом, в 22 году, когда я выкопал эти все плиты, я понял, что весь фундамент, как он остался, как был, так он остался. И была, больше того, под этим фундаментом еще у меня оказалась куча строительного мусора и боя. В нем скапливалась вода. Вот. Видите как? Скрытые объемы. Вы должны обязательно... Вас будут обманывать и так. Поверьте мне, строители будут вас обманывать и так. Но если вы им продемонстрируете, что вы знаете, на чем они воруют, и понимаете, как их контролировать, то к вам будут уважительно относиться, понимаете, с большим уважением. А обмануть они все равно найдут, на чем вас обмануть. Как бы вы ни перестраховывались, такова специфика стройки в любой стране, не только в России. Окей. Значит, вот они, как бы у меня этот фундамент снесли, разобрали плиты перекрытия, ФСки сложили в кучку, засыпали, как оказалось, бетонные плиты, из которых был сделан основной фундамент. Там они частично авиационные эти плиты, а частично проливка между плитами, жестко армированная была. Вот. Но все равно это надо было делать, потому что ФСки все посунулись. И это они выяснили только тогда, когда начали разбирать этот фундамент. Он еще и был ленточный к тому же. Вот. Да еще и на разном уровне. То есть где-то плиты были ниже, там где был гараж, а где-то плиты были выше. В общем, черти что. Такова была типовая конструкция начала 90-х годов. Так там планировали застраивать улицу Ольховую. Кстати, все соседние дома, которые построены в эти годы на Ольховой, ровно так и построены. То есть с ленточными фундаментами, грунты там подвижные, и вот там это все двигается. Проверяйте, какой фундамент. Кстати, домик сверху может быть новый, а фундамент может быть старый. Поэтому вам нужно быть с этим аккуратным. Какой у вас там фундамент, из чего сделаны. Я, кстати, считаю, что ФСки это плохая основа для фундамента. То есть лучше монолитная заливка армированная целиком, чем ФСки. Все, уже стемнело. Так, вот, добавил света. Ой, света-то я добавил, только я ничего теперь под ногами не вижу. Если быть аккуратным с этим тротуаром. Что произошло дальше? В 2007 году я нанял бригаду строителей. В горячем ключе я уже понял, что мне нечего ловить со строителями. Уж больно они хотят меня нагреть по деньгам. Рвачи. Было такое слово в Советском Союзе. Да. Я вспомню, как аж плакать хочется. Значит, нанимаю я дядю Мишу, который сейчас около теннисного корта живет. Дядю Мишу нанимаю. Говорю, дядя Миша, он родственник моего знакомого. И прошу дядю Мишу
как родственника, моего знакомого, человека, которому я могу больше доверять, чем просто строителям с улицы, я прошу дядю Мишу контролировать строителей, бригаду строителей. Он соглашается, я ему выделяю деньги под определенный объем материалов, которые должны завозиться. Ну, типа, не прораб, но скорее надсмотрщик. И представляете, мне потом соседи говорят, что дядя Миша завозил вначале лес, стройматериалы всякие на участок, а потом пригонял технику и часть этих материалов увозил себе. Вот, мне соседи так подсказали. Ну, я прихожу к дяде Мише, приезжаю, говорю: дядя Миша, ну как так получается, что я вас нанял контролировать, а мне подсказывают, что вы себе увозите лес с моего участка. Он говорит: ну я же типа занял у тебя, хотел вернуть. Оказывается, это называется занял. В общем, пришлось дядю Мишу уволить с должности надсмотрщика, потому что он понял, что я охраняю, то я и имею. Нанял я бригаду строителей из Краснодара, тоже по знакомству. Бригадой руководил коллега с работы, которую несколько лет я уже знал. Бригада была все люди религиозные, из одной из христианских, ну, я не знаю, как назвать, сект. Вот. Я при этом не вкладываю в это плохое значение. По мне так слово культ — это плохое значение, а слово секта — это ну, просто секция, отделение, да. Протестанство когда-то было сектой. Вот. Так что нанял я эту бригаду из, по-моему, церковь пятидесятников. Вот, они из Краснодара приехали, приездили как-то сами, начали строиться. Я же усиленно работал, чтобы заработать денег на эту стройку. Да, я все это построил за заработанные деньги. Ни грамма, ни рубля, ни доллара не украл. Все заработалось, все это построено на заработанные деньги. Поэтому так долго строился. И поэтому много делал сам, потому что мне очень тяжело было нанимать людей. Деньги эти были у меня не со взяток, не украденных, поэтому хотелось на всем экономить, чтобы было подешевле. Или получше качеством. Если не подешевле, то хотя бы получше качеством. Ну вот. Господи ты, боже мой. Тут закат. Надеюсь, я выйду куда-нибудь. Вышел из темноты. Наконец-таки. Устал, елки-палки. Невозможно снимать на камеру, когда у тебя в лицо светит свет подкамерный, а ты не видишь, куда идешь, потому что нет освещения. Нашел я таки место здесь, где нет. Целый огромный район понад горой, который не освещен вообще никак. На удивление. Обычно тут даже самые удаленные уголки освещаются, но вот нет, оказывается, не везде. Ладно, на чем я там закончил? Для строительства я нанимал местную компанию, которая помогла мне решить вопрос с документами. В горячем ключе их несколько есть, и я вам настоятельно рекомендую не изобретать велосипеды, заплатить им небольшую сумму, и они все пройдут бюрократические процедуры по получению, ну сейчас это, по крайней мере, насколько я помню, было в уведомительном порядке, но раньше это нужно было разрешение брать на строительство. Плюс мне нужно было вот этот 11% фундамент, который я разобрал, по документам снести. Забыл, как это называется, процедура, но тоже это все оформляется. То есть нельзя просто там, у тебя было право собственности на фундамент оформленное, нельзя его просто так взять и забыть.
надо его по документам снести, да. Тогда пропадает этот кадастровый номер, этого объекта нет. И вот, собственно, возвращаясь к бригаде, это я сделал. Возвращаясь к бригаде пятидесятников, я ж про стройку рассказываю. Ну вот что они мне сделали. Пока меня не было на месте, одна из основных ошибок, которую все допускают, а потом приходится дорого переделывать, и будет только хуже. Климат меняется, осадки более сильными становятся и более залповыми, то есть они прям выпадают, как вы знаете, в течение часа бывает месячная норма или там двухмесячная норма. Поэтому если вы собираетесь что-то новое делать или реконструировать старый дом, вам первое, что нужно сделать, это предусмотреть дренажную систему с участка. То есть это то, чего я не сделал. У меня участок, получается, перепад высот есть. К улице Ольховой он выше, а к лесу он ниже. И только потом я узнал о том, что если перепад высот что ж такое, может быть, летит? Я вот смотрю наверх, мигает огоньками, как самолет, летит быстро, но звука никакого не слышно. Вот, ну не спутник же. Сейчас покажу вам. Надеюсь, вам видно. Отчасти что-то мигает. Ну вот. И, значит, как получилось? Я не предусмотрел дренажа на участке. Потом выяснилось, что очень много стекает, даже вот по не такому небольшому уклону, стекает к дому, не под дом, но к дому. Пришлось строить потом еще через несколько лет дренаж. Дренаж, даже если у вас совершенно плоский участок, нужен. Если у вас участок наклонный, все равно нужен, потому что сейчас ливни такие, что вода может не успевать уходить, будет подливаться. Сделайте дренирование на участке. Хуже не будет. И вот эти строители, естественно, они мне ничего этого не подсказали. Я был дуб-дубом, никогда ничего не строил до этого, типа дома. И поэтому я не знал, что нужно делать дренаж. Ну вот не сделал его. По поводу скрытых объемов уже вам говорил, и эти строители еще раз меня обворовали. Они должны были залить фундамент, сделать хорошую гидроизоляцию, должны были убрать грунт от дома, чтобы вокруг дома не было грунта. А пошли по пути наименьшего сопротивления. Залили это все прямо в землю. То есть выкопали яму, залили прямо в землю. К сожалению, не сделали гидроизоляцию, что я потом только выяснил. И не убрали от дома грунт. Даже наоборот, присыпали залитый фундамент. Ну, так им было проще, там, строй мусор, все такое. Разровняли как бы участок вокруг. И выгнали 2 этажа дома. В 2008 году я отдал бригадиру этих строителей деньги за крышу по смете,
А крыша должна была быть мансардная, красивая, в таком вот японском стиле, скатном. Он взял деньги, проходит там некоторое время, ну, около месяца. Мне его как подчиненные звонят, говорят, нам нужны деньги. Мы типа начали делать крышу, нам нужны деньги. А, нет, они ее сделали уже, да, но подшиву не сделали. И требуют от меня денег. Я удивлен, говорю, да я же полностью 100% аванс выдал. Что выяснилось? Этот бригадир взял деньги, 100% по смете, не заплатил своим подчиненным, братьям по вере, пятидесятникам, собрался и уехал в Америку со всей своей семьей из 8 человек в 2008 году. Я удивился, говорю, ребят, ну проблема не моя. Я вот расписка, что он все деньги получил, показываю ее вам. И ребята, эти братья по вере, отказались делать подшив крыши по той смете, которая мной была полностью оплачена. Но это не самое интересное. Самое интересное, что мне же нужно было подшить крышу. Без подшива это очень опасно оставлять крышу, особенно такую с большими скатами, потому что ветра в Краснодарском крае такие, что если будет порыв, то крышу может просто сорвать. Если вот, представляете, она как парашют будет, снизу порыв и может сорвать. Вы много-много раз видели такие сцены, что крышу так и задирает. Вот. Я ищу, значит, а проблема еще одна по поводу строителей. В том, что строители не хотят приходить на маленькие объемы. Помните, запомните навсегда. Строитель всегда хочет делать много, быстро и бежать на следующий объект. И желательно, чтобы вы его не проверяли. Ну, потому что он явно будет делать это все тяп-ляп, обычно. Я потом в этом убеждался множество раз. Ну вот, и я ищу, значит, кого на подшиву поставить. Там же у меня леса стоят, все такое. На крышу можно залезть. В общем, кое-как за 3 цены нашел местных ребят на подшив крыши. То повезло, потому что они соседу делали крышу, и типа им перейти и доделать мне было легко. Но втридорого. Поэтому любые маленькие объемы, либо вы очень долго будете ждать, когда к вам придет исполнитель, потому что просто очень сложно дождаться. Ну, они же тоже как рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Выбирают между объектами, где больше объем предложат и в лучшую цену, туда они пойдут, чтобы больше заработать. А если у вас маленький объем, либо они должны взять повышенной ценой, либо вот сделать вас промежду делом. Логика понятная, но вам-то от этого как заказчик не лучше. В общем, дождался они, пришли мне с соседней крыши, спустились, сделали мне подшиву. И представляете, когда они начали делать мне подшиву, знаете, что они мне сказали? Что у меня украли на пироге. Опять к вопросу о скрытых объемах. Скатную крышу с гибкую кровлю из андулина, из гибкой черепицы, из фанеры делают пирогом. То есть там должна быть обязательно теплоизоляция, там должна быть обязательно ветрозащита, там должна быть парозащита, чтобы крыша не мокла от внутридомового тепла. Там должно быть тепловой зазор определенной высоты. Там должны быть вентиляционные отдушины на крыше. Я ничего этого не знал. И строители, которых я нанимал, я это точно помню, что я платил за пирог. Я точно помню, что они с меня брали деньги за вот эти все пластиковые штуки, которые вставляют в крышу для вентиляции. А это дополнительный геморрой их туда вставлять, их нужно изолировать. Плюс эту фанеру по-хорошему нужно еще
покрывать слоем мастики, и нужно еще праймер класс. Ну, там, в общем, определенная технология. Что делают строители? Кровельщики, в частности. Поскольку последний слой это гибкая черепица, и вы, скорее всего, не полезете отрывать ее и смотреть, сколько слоев под ней, они очень торопятся, кладут фанеру, не делают ни парозащиты, ни ветрозащиты, не кладут нужную толщину теплоизоляции, а в Краснодарском крае, в горячем ключе, бывают и минус 32, и минус 35. В Краснодаре бывает и за минус 40, то есть теплоизоляция нужна серьезная. А летом бывает жара под 50 градусов, и поверьте мне, крыша греется так, что невозможно к ней рукой прикоснуться, настолько горячо. Ну вот они этой всей изоляции, теплоизоляцию, все украли. То есть просто не купили материалы на эти деньги или купили не тот объем, который обещали. И быстренько все поприбивали, все вот эти вот последний слой отделочный, то есть саму гибкую черепицу. И хотели мне сказать, что вот мы все так сделали. Пойди я проверю, пока бы не столкнулся с тем, что подтекает, или жарко, или холодно. Скрытые объемы. Если вы платите за какую-то последовательность действий, например, собрать стену из гипсокартона, за стену заложить какую-нибудь теплоизоляцию, стену покрыть, например, обоями из стекловолокна и, например, там пройтись несколько слоев шпаклевки, вы должны это все проверять. Если вы в явном виде не проверите какое-то действие, его, скорее всего, не совершат. Вот таким образом мне крышу сдали. Вернее, они даже не сдали, они просто все бросили и уехали, потому что их же шеф кинул на деньги, обманул. Вот. И когда мне делали подшиву, выяснилось, что не было всего этого пирога. То есть украли где-нибудь в половину у меня от стоимости крыши. А дальше лучше. Я ставлю ролет, завожу туда всякий ролет на гаражную дверь. Потом там была комната, которая выгорела больше всего. Потому что посчитал, что гараж мне не нужен. Ставлю туда этот ролет. И, кажется, те же самые строители, которые делали мне подшиву, они же меня и обворовали. Потому что они делали подшиву, ролет стоял, гараж был закрыт, чтобы туда никто не залезал. И там были сложены всякие вещи, ненужные мне, но достаточно ценные, как то, например, сапоги, шуба жены. И представляете, вот этих ребят, то есть ролет стоял, когда еще не пришли ребята на подшиву. Но когда они увидели, что там ценные вещи, как-то так совпало, что и крышу подшили, и потом через неделю или через 2 после того, как я с ними рассчитался, снял стропильную систему. Гараж вскрыли, и эти же ребята мне и сообщили, что у вас вскрытый гараж. Почему? Что их заставило прийти на участок после окончания работ? И как это они первые выяснили, что гараж вскрыли, я не знаю. В доме не было, к сожалению, не было сигнализации. Но кто же знал, что мой участок, не вызывавший интереса до того, как я его наполнил, и дом не наполнил ценными вещами, будет вскрыт практически на следующий день после того, как я туда что-то ценное в коробках завезу. Люди не знали, что я завожу что-то ценное, но они точно знали, что я что-то завожу. А гараж пустой стоял достаточно долго, пока я искал этих подшивщиков. То есть это могли сделать только те люди, которые были рядом. Либо соседи, а тогда у меня было только, по сути, один сосед, остальные были далеко.
либо вот эти подшивщики, которые работали на незавершенном соседнем доме. Там никто не жил, они делали большую крышу, Ольховая 10. Вот. Поэтому как они, только больше некому. Вот такая вот история. В конце концов, в 2008 году я оказался с домом, выведенным под крышу, с только запираемым первым этажом, который взломали тут же, как только там что-то ценное оказалось. Участок не был должным образом огорожен, была рабица, такая временная. И наступил финансовый кризис. Что было дальше, в следующей серии. Да, подпишитесь обязательно, поставьте лайк, потому что дальше, ребята, будет еще интереснее. Вы напишите комментарий, какой этап стройки вы пропустили. Да, я вам еще забыл сказать. На участок нулевым циклом, помимо того, что вам нужно, несколько замечаний. Во-первых, перепад высот, если вы на участке снимаете больше 50 сантиметров, по-хорошему его надо согласовывать. И у вас могут проверить, что вы изменили геометрию участка больше, чем на 50 сантиметров. То есть, допустим, если у вас с одной стороны была нулевая отметка, а в другом месте было минус 2 метра, вы не можете это все сравнять без согласования с администрацией. Иначе потом придут проверять. Меня проверяли каждый год, желая мне намекнуть, что я бы заткнул свой фонтан жалоб, а то найдут нарушения. И у меня не было таких проблем, потому что участок хоть и имел перепад высот, но он имел не такой значительный перепад, чтобы нужно было его согласовывать. Но имейте в виду, перепланировку участка нужно согласовывать. Как есть нормативы о том, какие расстояния должны быть до деревьев, какой высоты от забора. Есть законодательно прописанные нормы, что, допустим, высокое большое дерево нельзя посадить в непосредственной близости от забора. Нужно отступать определенное расстояние от забора. И там для каждой высоты дерева. И светопропускание забора нужно учитывать. То есть забор, по-моему, не должен быть... я поищу где-то, если я вспомню, не вспомню эти нормы, поищите. То есть заборы из монолитного профиля, это тоже нарушение нормы. В принципе, могут и к этому докопаться. Все нарушают, но имейте в виду, это вы сейчас нарушаете. Когда нужно, за вами придут и за этим. Забор должен иметь определенную светопропускание. Вот. Что еще хотел сказать? Участок, когда готовите под застройку, делайте заранее дренаж, планируйте участок и обязательно под застройку привозите отдельный гараж или какую-то бытовку или еще что-то такое, чтобы туда складывать все ценное, потому что разворовывают на ура. И проверяйте, сколько вам всего привозят. Проверяйте качество леса, который привозят, потому что мне плохо просушенный лес привозили. Я не проверял, а дядя Миша увозил себе на участок лес и тоже не проверял, как я понимаю. Его заботило, сколько он у меня в кавычках займет. Вот. Качество материалов, которые вы завозите, проверяйте. Проверяйте, это очень важно. Так вот, мы остановились на 2008 году. На моменте, когда у меня домик вскрыли и украли оттуда ценные вещи. Все. Но домик уже был. Продолжение следует, от вас лайк и подписка. Напишите, кстати говоря, в комментарии, вы нашли что-то себе полезное в том, что я рассказал, или нет.